А вы слышали, что в Великобритании разработали имплантат, который помогает вылечить эпилепсию? А то, что уже существуют первые летающие автомобили. Все эти удивительные технологии давно описаны фантастами. В этом ролике мы окунемся в мир фантастики, которая стала реальностью в наше время. Приятного просмотра! Голограммы. Существует очень много различных произведений, в том числе фильмов и видеоигр, в которых используются голограммы. Например, в фильме «Железный человек 2» главный герой Тони Старк пытался создать новый элемент, которого ранее не существовало. Он использовал голограмму района, который был возведен по проекту его отца. Это позволило ему разгадать загадку для создания нового элемента. Но это далеко не единственный фильм, в котором используется эта технология. К примеру, в фильме «Трансформеры» неземные роботы смогли продемонстрировать исторические события, которые происходили на их планете. А первые упоминания этой технологии появились десятилетия назад, например, в фильме «Звездные войны» 1977 года. В наше время голограммы широко используются в медицине. Они позволяют обучать персонал, а также наглядно демонстрировать различные органы. Еще голограммы используются на разных мероприятиях, например, на концертах уже покойных артистов. Вообще, голограммы начали разрабатываться еще в прошлом веке. Еще в 1980-е годы начали появляться первые в истории аппараты для создания лазерных проекций чего-либо. Технология продолжает развиваться, постоянно увеличивая качество картинки, которую может передавать лазер. Быть может, в будущем мы сможем даже общаться с их помощью или показывать исторические события так, будто участвуем в них. Медицинские роботы. Кстати, в том же фильме «Железный человек» были показаны роботы, которые помогали главному герою заживлять раны, а также проводили диагностику общего состояния здоровья героя. А, например, в фильме «Чужой» 1986 года был показан своеобразный экзоскелет-погрузчик, благодаря которому человек мог переносить огромные тяжести. Ну а самые первые упоминания механических помощников датируются примерно 100 лет назад. В 1920 году чешский писатель Карл Чапек в своей пьесе «Ар-Юар» впервые упомянул механизмы, которые и назвал роботами. В наше время медицина идет в ногу со временем. Например, в операционных начали использовать специальных роботов. Они позволяют хирургам выполнять самые сложные операции с очень высокой точностью, при этом минимально воздействуя на ткани пациента. А в реабилитационных центрах, где проходят курс лечения люди, получившие серьезные травмы, есть свои роботы. Они часто представлены в виде специальных экзоскелетов, которые помогают пациентам в восстановлении двигательной активности. В общем, использование этой технологии очень обширно в наше время. Возможно, в будущем появятся специальные роботы, которые смогут самостоятельно проводить операции без участия человека. А может быть, человек и вовсе не понадобится, ведь все диагнозы и анализ здоровья пациента сможет сделать искусственный интеллект. Кстати, о нем и пойдет дальше речь. Искусственный интеллект. В научно-фантастическом романе «Игра Эндера», который вышел в 1985 году и по которому был снят одноименный фильм, главный герой обучается в специальной боевой школе, которая находилась в космосе. В ней искусственный интеллект использовался для подготовки студентов к участию в боевых действиях, а также для симуляции тактических боев. Есть еще много других фильмов и произведений, где упоминался ИИ. Самым первым упоминанием ИИ считается роман Сэмюэля Батлера «Эревон», который вышел аж в 1872 году. Еще интересная история об искусственном интеллекте рассказана в игре Detroit Become Human. Человекоподобные роботы в результате программного сбоя обретают свою собственную волю, хотя должны беспрекословно подчиняться человеку. В нашем мире люди вовсю пользуются ИИ для решения самых разных задач. К примеру, в 2022 году нашумел проект ChatGPT. Это искусственный интеллект, который способен генерировать огромное количество информации и даже программный код. Все происходит в форме общения с пользователем в специальном чате, где нейросеть, так называются самообучающиеся программы, переписывается с человеком. Есть и другие нейросети.
Например, Midjourney, которая может генерировать по запросу человека самые разные изображения, просто описывая то, что на них может находиться. В других аспектах ИИ также помогают нам. В медицине некоторые программы могут указывать на возможные диагнозы пациентов посредством анализа их данных. Кстати, даже в вашем смартфоне есть ИИ. Эта программа позволяет делать реалистичное размывание фона на фотографиях. В общем, применение нейросетями и другими умными программами нашли почти во всех областях. Но существует мнение, что использование искусственного интеллекта опасно, ведь он может обрести разум и уничтожить человечество. Прямо сейчас не стоит бояться этого, так как программы еще не научились преодолевать установленные для них ограничения. Но в будущем человечеству точно стоит задуматься об этом. VR-шлемы. А следующее изобретение очень сильно ожидали любители игр. Виртуальная реальность давно притягивала к себе огромный интерес людей. Первые идеи создания киберпространства появились еще в 1933 году в серии рассказов Лоуренса Мэннинга «Человек, который проснулся». А любители японской анимации, которые посмотрели сериал «Мастера меча онлайн», просто мечтали оказаться в другой реальности. В случае аниме в нем главные персонажи погружались в игровую вселенную, используя специальные шлемы. После этого миллионы любителей игр и фильмов захотели себе такой же шлем, который позволял бы оказаться внутри любимой игры или фильма. В наше время до таких технологий с полным погружением, к сожалению, наука не дошла. Но есть очень интересное решение, которое сможет купить каждый, у кого есть компьютер или игровая приставка. Это VR-очки. Они транслируют на специальный экран самую обычную картинку из игры или фильма. Но все ощущается так, будто вы в самом эпицентре событий. Самое интересное, что такие очки используются не только для игр. Например, на передовых фермах, как бы это странно и смешно ни звучало, покупают шлема виртуальной реальности для скота. В них животным показывают зеленые луга в солнечную погоду. Этот интересный подход позволяет повысить продуктивность скота на десятки процентов даже в дождливую и серую погоду. Наверное, это один из самых смешных способов использовать очки виртуальной реальности. Ну а геймерам остается ждать, когда все же смогут создать шлем с полным погружением в игру. Летающие автомобили. О создании летающих автомобилей человечество мечтает с самых давних времен. Еще в 1726 году в знаменитом романе Джонатана Свифта «Гулливер в стране лилипутов» были описаны летающие острова, которые могли спокойно перемещаться по воздуху, а в научно-фантастическом романе «Skyfi» 1928 года выпуска уже показаны именно автомобили, которые могли спокойно взлетать при помощи специальных антигравитационных устройств. Вообще, человечество всегда думало о способах покорить небо. И если в 1726 году еще не было никаких упоминаний даже самых первых автомобилей, то уже после их появления научные фантасты часто описывали их способность к полету. В наше время, помимо привычных всем летательных аппаратов, уже начали создаваться первые автомобили, способные покорять небо. Существует множество концептов, которые уже способны подниматься в воздух и даже прошли первые испытания. Правда, стоимость таких машин очень высокая, да и до технологий фантастических романов, таких как гравитационные двигатели, нам еще далеко. В основном такие машины используют обычные пропеллеры. Беспилотники. Продолжая тему летательных аппаратов, нельзя не отметить машины, которые передвигаются без помощи человека. Первые летающие беспилотники были описаны еще в 1982 году в фильме «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. В нем можно увидеть специфические аппараты, которые могли самостоятельно летать по городу. Например, глаза, камеры-разведчики, которые использовались в полицейских операциях. А в уже известном вам романе «Игра Эндера» дети-солдаты использовали беспилотные боевые аппараты, которые были предназначены для военных подготовительных программ. Прямо сейчас существует огромное количество таких аппаратов. Даже машины уже могут передвигаться без помощи человека.
А летающие беспилотники могут быть представлены как маленькими квадрокоптерами, которые используются для видеосъемок, так и огромными боевыми самолетами, которые используются в боевых действиях. Они так же, как и в «Бегущем по лезвию», могут использоваться в полицейских операциях для поиска человека. Интересно даже то, что такие беспилотники могут доставлять посылки до вашего дома. В некоторых странах используются квадрокоптеры для доставки небольших грузов по почте. Интересно увидеть, как дальше продвинется эта технология. Возможно, совсем скоро мы сможем летать на самолетах без пилотов. Распознавание лица. А идея распознавания лиц как технологии очень часто встречается в фантастических произведениях. В наше время она уже вовсю используется. Даже в вашем смартфоне есть программы, которые узнают вас по фотографии. В соцсетях есть специальные алгоритмы, которые могут узнать вашего друга на фото и указать его абсолютно автоматически. А смартфоны компании Apple и вовсе используют распознавание лица для разблокировки. То, насколько эта технология стала для нас обыденностью, поражает. Ведь еще недавно фантасты в своих произведениях могли только мечтать о таком. Наверное, одним из самых первых эту технологию описал Джордж Оруэлл в романе «1984». В нем правительство использует камеры для идентификации и слежения за каждым человеком в стране. А в рассказе Филиппа Дика «Отчет по курорту» роботы могут автоматически распознавать лица и устанавливать личность человека. Наверное, ближе всего к правде подобрался Джордж Оруэлл в своем романе. Прямо сейчас в каждом мегаполисе мира столько камер, что избежать их просто невозможно. Происходят все новые и новые скандалы из-за того, что людям кажется, что за ними постоянно кто-то следит. Кибератаки. На заре появления современных компьютеров возникало очень много проблем, из-за которых первые программы часто ломались. В наше время существуют группировки, которые специально нацелены на то, чтобы сломать чью-то систему и похитить данные. Их еще называют хакерами. Эти люди самые обычные воришки. Разные группировки в разное время совершали очень громкие преступления. Например, в последнее время в интернете можно часто встретить много информации о взломе тех или иных криптовалют. А о том, как часто ранее взламывали банковские системы, мы вообще упоминать не будем. Интересно то, как и когда появился образ хакеров. Еще в 1966 году в рассказе Айзека Азимова «Компьютер мечты, а не кошмары» автор описывал идею взлома компьютерных систем задолго до того, как эта практика широко распространилась в реальном мире. В нем главный герой обнаруживает способ взламывать компьютерные программы, чем и начинает активно пользоваться. А в уже современной игре Watch Dogs, которая появилась в 2014 году, появился, наверное, самый узнаваемый образ хакеров. В этой игре вы управляете протагонистом, который при помощи любых устройств, связанных с центральной системой города, может взаимодействовать с любыми системами. Например, взломать светофор, чтобы устроить пробку, или включить систему вентиляции. Все это главный герой может делать прямо с телефона, а его образ скрытного человека в плаще надолго засел в поп-культуре. Подводные научные станции. А в игре Subnautica, которая вышла в 2014 году, вы управляете ученым, который покоряет множество планет. На одной из них его корабль и потерпел крушение. Вокруг только море и новые виды живых организмов. И чтобы выжить, исследователь строит свою подводную лабораторию. А дальше, исследуя мир, вы сталкиваетесь с другими объектами. Множество научных подводных станций, как оказалось, были уже построены на этой планете. Но не только в играх были описаны такие станции. Например, в классическом романе Жюля Верна «20 тысяч лье под водой» рассказывается о подводном путешествии на специальной научной лаборатории «Наутилус», а в романе Александра Беляева «Человек-амфибия» описывается подводная станция «Гигант», где происходят различные исследования океана. Об изучении морской жизни ученые говорят уже очень давно. Прямо сейчас разрабатывается мегапроект под названием Deep Sentinel, по которому планируется создать подводную научную станцию. Она должна будет расположиться на глубине, до которой максимально проникает свет. Именно там находится большинство неизученных человечеством животных. Интересно даже то, что человек уже покоряет космос, в
в то время как океан, который находится буквально под носом, изучен всего на 91%. Проект предназначается именно для того, чтобы устранить все пробелы в знаниях о жизни под водой. Интересно увидеть результаты, которые он принесет. 3D-печать. Еще одна разработка, которая впервые появилась в фильмах и сериалах – 3D-принтеры. Например, в фильмах «Звездный путь» и «Звездные войны» можно увидеть использование технологий, которые напоминают 3D-печать. Однако эти описания часто абстрактны и не совсем соответствуют современным разработкам. В уже озвученном нами фильме «Железный человек» тоже был своеобразный принтер, который создавал главному герою его высокотехнологичный костюм. В наше время 3D-печать не ушла так далеко, как было предсказано в фильме, но она уже вовсю используется в самых разных сферах жизни общества. Даже в медицине прибегают к помощи 3D-принтеров. Они отлично справляются с созданием точных копий органов, благодаря чему можно легко обучать студентов. А в промышленности такие аппараты используются для создания точной визуализации спроектированных вещей. Точность таких принтеров очень высокая, из-за чего они пользуются огромной популярностью. Импланты. А вы слышали о нашумевшей игре от польской компании CD Projekt? Да-да, мы сейчас говорим об известном Киберпанке 2077. В этой игре вы попадаете в мир будущего с летающими машинами, нейросетями, искусственным интеллектом, всеми возможными сканерами и, конечно же, имплантами. И речь даже не о кибернетических руках. Мы говорим о полноценных имплантах в мозг, которые открывают перед человеком новые возможности. Например, подключиться к интернет-почте без телефона и проверить письма или заказать такси. Вообще, самые первые идеи таких имплантов появились задолго до выхода игры. В романе 1972 года «Киборг» американский писатель Мартин Кейдин предугадал их появление. Правда, речь там шла скорее о протезах. В нашем мире имплантирование тоже активно развивается. Самый известный пример – разработанный в Великобритании инновационный имплант, который позволяет останавливать приступы эпилепсии у больных. Представлен он тонкой пленкой, которая накладывается прямо на пораженный участок мозга. Стоит ли говорить, насколько эта разработка ценная для человечества? А компания Илона Маска под названием Neuralink разрабатывает головные чипы, которые должны будут давать возможность человеку управлять компьютером силой мысли. К сожалению, эта потрясающая разработка гениального предпринимателя до сих пор не была создана. Но мне кажется, когда эти импланты появятся, они произведут настоящий фурор. В этом видео вы узнали о разработках и технологиях, которые предсказывали фантасты в своих произведениях и которые существуют в наше время. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!